После революции прошли выборы. Впервые это были демократические прозрачные выборы. Это было 23 октября 2011 года. Эти выборы привели к избранию парламента, которому было поручено разработать проект новой конституции после того, как была упразднена прежняя конституция, которая была принята в 1959 году. И кроме этого было сформировано время переходное правительство, состоящее из партии Ан-Нахда. Кроме этого, партия Конгресса за республику и партия Такатуль. Что касается вот второй партии, партии Конгресса, как раз ее представитель возглавляет правительство, а партии Такатуль ее возглавлял нынешний председатель парламента. Итак, вот эта тройка, так называемая, состоит из партий с несколько религиозной, но умеренной окраской, и двух партий светских. Что касается приоритетов сегодняшнего этапа, это прежде всего разработка новой конституции. Конституционный совет был избран именно для этой цели. Мы хотели бы, чтобы эта конституция была современной, открытой конституцией, которая бы отвечала потребностям и устремлениям тунисского народа, демократизации общества. Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, другие в настоящее время, это восстановление безопасности и стабильности в стране. Естественно, любая революция в результате протестной волны и ряда требований, которые выдвигают его участники, естественно, иногда сопровождаются вот такие процессы волнениями, но то, что произошло в Тунисе, не было чем-то из ряда вон выходящим, и все это было относительно спокойно, не возникало особых проблем, но тем не менее остаются некоторые протестные явления. И сейчас, естественно, правительство пытается установить контроль над ситуацией в стране. Вы знаете, что мы работаем над тем, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат в страну, чтобы вернулись инвестиции. И это требует, естественно, безопасности и стабильности в стране. Сейчас в нашей стране среди других вызовов есть такая задача, как выплата компенсаций семьям погибших революционеров, а также борьба с безработицей, создание новых рабочих мест. И эти важные социальные задачи мы сейчас решаем. Конечно, проблема трудоустройства в Тунисе является очень важной, и она касается прежде всего образованной молодежи. 800 тысяч безработных в Тунисе, среди них 200 тысяч примерно, как минимум, это люди с высшим образованием. Это, естественно, большая проблема, и мы хотим создать новые рабочие места и решить эту проблему. Другими проблемами является
развитие, равномерное развитие страны. Ведь раньше был определенный перекос, я уже об этом говорил, в развитии различных районов страны, но сейчас разработана национальная стратегия, которая ставит своей целью сделать так, чтобы развитие происходило в интересах всей страны, а не каких-то определенных регионов этой страны. Другими задачами являются контроль над ценами, борьба с бедностью. Конечно, в результате революции были определенные диспропорции, например, дороговизна жизни. Поэтому контроль над ценами, особенно основными потребительскими товарами, улучшение сферы обслуживания, борьба с коррупцией. И мы знаем, что коррупция была одной из причин революции. Это явление распространилось широко в стране. И оно действительно наносило большой ущерб всей экономии. И сейчас принимаются большие усилия для борьбы с коррупцией, для того, чтобы эта коррупция прекратила свое существование вообще в Тунисе. Поддержка курса на международное сотрудничество. И это очень важно. Наше сотрудничество с различными странами мира в регионе и также новые партнерские отношения, в том числе с другими странами мира. И для того, чтобы успешно преодолеть вот этот переходный период и распространить демократию, Тунис должен стать свободной страной, должен справедливо распределять богатство, существующее в этой стране. И страна, правительство готово будет подписать социальный контракт. Это произойдет 14 января, где будет сказано о тех проблемах и путях их решения, то есть, например, борьба с безработицей, равномерное развитие страны и так далее. Кроме этого, принят закон по так называемой переходной справедливости, а также закон об ответственности тех, кто совершил нарушение закона. Было создано министерство по справедливости, переходное министерство, и соответствующие меры принимаются по возбуждению уголовных дел относительно лиц, замешанных в коррупции, для того, чтобы Тунис стал на новый путь национального развития. Российско-тунисские отношения, и особенно вот период после революции, отмечены новой динамикой, что проявилось в частности в многих встречах, консультациях и совместных участии в различных международных форумах, которые произошли в Тунисе и в России в 2012 году. Например, в 2012 году мы провели политические консультации на уровне министров иностранных дел. В Москве они происходили. Кроме этого, мы провели неделю тунисской культуры в Москве. Это очень успешное было мероприятие. Оно проходило в Москве и в Санкт-Петербурге. Это было очень важное событие, так как оно позволило познакомиться российским гражданам с особенностями тунисской культуры, музыки, искусств, изобразительных искусств, в частности, тунисским кино и театром. И вы знаете, что Тунис
является наследником богатой древней цивилизации еще со времен Карфагена, и много древних цивилизаций, Карфаген и Римской империи, Византийской империи, арабские и исламские цивилизации оставили свой след в истории Туниса. В этом году мы также будем свидетелями многих встреч и мероприятий. Будет, например, организована 5-я сессия межправительственной комиссии в следующем месяце в Тунисе. Это произойдет. Кроме этого, уже российская неделя российской культуры пройдет в Тунисе, и тунисцы тем самым познакомятся с богатейшей русской культурой, с ее богатым наследием, что является предметом восхищения со стороны тунисцев. Например, я могу сказать, что Российский культурный центр в Тунисе – это один из самых активных культурных центров России за рубежом. Будет проведено заседание делового совета российско-тунисского. Будет посвящено оно партнерству российско-тунисскому, а также инвестиционным возможностям российских партнеров, которые хотели бы работать на тунисском рынке. Что касается туризма, возможно, это самый важный сектор, что ли, который развивается сейчас в отношениях между странами, и мы счастливы, что вот такой рост притока российских туристов в нашу страну происходит. И в этом году, и в прошлом году были достигнуты рекордные цифры с точки зрения количества туристов, которые побывали, российских туристов, в Тунисе. Это примерно 250 тысяч туристов из России побывало в Тунисе в прошлом 2012 году. Учитывая тот факт, что мы начинали в 2010 году считать примерно, тогда было 180 тысяч. За 2 года таким образом увеличилось количество туристов на несколько десятков тысяч. И это все очень обещающие цифры, так как предполагается, что число туристов возрастет. Это не только приток иностранной валюты, твердой валюты в Тунис, но это также и фактор, который способствует развитию дружеских отношений между нашими странами, знакомство взаимное с культурами наших стран, и, естественно, эта дружба будет крепнуть и развиваться, так как вот такие секторы именно помогают, такие области помогают нашим странам лучше узнавать друг друга и уже работать совместно в различных проектах экономического сотрудничества, экономического партнерства. Поэтому вот туризм, он очень важен и многообразен с точки зрения тех последствий положительных, которые он оказывает на отношения между нашими странами в различных областях, отношения между нашими народами, российским и тунисским народом, и мы стремимся всячески развивать эти отношения и надеемся, что они, и в том числе количество туристов будет российских в Тунисе, будет возрастать.